Все мы когда-то были детьми. Все мы мечтали вырасти и считали, что взрослые способны на все. Мальчики и девочки мечтали вырасти и стать сильными, успешными мужчинами и женщинами, которые могут позволить себе съесть всю банку мороженого и не чистить зубы перед сном. Детство — это великолепная пора, ведь мы планируем стать хорошими взрослыми, но почему-то теряем искренность, надежду и веру в то, что так оно и будет. По статистике, большинство взрослых несчастны. Взрослые замыкаются на заработке, на содержании дома, на том, как все успеть, и почему-то ничего не успевают. Взрослые теряют способность жить играючи и болезненно реагируют на любого рода преграды и стресс. Взросление не делает их счастливее, ведь такие люди, они расплачиваются неимоверной за это ценой, чистой детской непосредственностью. Так происходит с теми, кто не умеет любить себя, у кого проблемы с самооценкой, самоценностью, кто чаще, чем другие, замыкается и прячется от внешнего мира и проживает все самое сложное и тяжелое внутри себя, забивая своего внутреннего ребенка все глубже и глубже внутрь. И проблема самооценки и самоценности, она касаться может любого человека. Богатого, бедного, успешного, неуспешного, человека, у которого 1000 квадратных метров за спиной, у человека, у которого вообще ничего нет в этом мире. Пустота часто заполняется семьей. Но разве человек, который не любит и не ценит себя, может любить и воспитать в любви и гармонии с миром другого? Скорее всего, нет. Быть взрослым и ценить себя — это абсолютно нормально, это здоровая потребность любого человека. Это интересоваться жизнью, стремиться к развитию и всегда помнить, что твой внутренний ребенок, он рядом. И это нормально уставать, это нормально дурачиться, хотеть чего-то, того, что не ложится ни в какие логические объяснения, и просто наслаждаться жизнью. Для человека, у которого проблемы с взрослостью, очень сложно просить помощи от других людей, и он часто пытается сделать все сам, хотя намного проще обратиться к тому, кто более в этом компетентен. Хотите экспресс-тест на то, все ли у вас в порядке с внутренним ребенком и нужно ли вам проработать эту тему? Вопрос. Как часто в детстве вы переживали из-за того, что до сих пор волнует вас в жизни и влияет на отношения с близкими вам людьми? Разве в детстве вы огорчались, когда знакомая покупала машину, кто-то открывал бизнес, выходил замуж, женился? Детям все это не важно. Они с удовольствием покатаются на этой машине, они с удовольствием поиграют в директора на работе и придумают все детали к своей будущей свадьбе. Дети — это искренность в моменте, а не обида и злость наедине с собой. Если вы ревностны к достижениям других людей, значит, с вашим внутренним ребенком происходит что-то не то, и он до сих пор плачет почему-то очень и очень важному, что он когда-то так и не получил. Как это сделать? Если вам откликнулась эта тема, самое простое, что можно сделать, это обратиться к психологу. Ведь только компетентный человек знает, как правильно вам помочь, и только если он тоже умеет быть взрослым. Для любого ребенка важно, чтобы у него был свой взрослый. Для создания внутренней опоры нужны правильные инструменты, и самое простое — это пойти к тому, кто знает, как этими инструментами пользоваться и где их брать. Берегите себя. Берегите своего внутреннего ребенка и обязательно сегодня поцелуйте свою маленькую девочку и маленького внутреннего мальчика перед сном. Вы у себя одни, и это бесценно. Всегда рада нашему общению. Жду вас на своих страничках в Фейсбуке, Инстаграме, Ютубе, ТикТоке. Сейчас их очень много, но тем не менее везде рада тому, что мы можем с вами взаимодействовать, можем с вами общаться. Жду вашу обратную связь.